Друзья, всем большой музыкальный привет! Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. Продолжаем знакомиться со студийными наушниками, и сегодня у нас в гостях профессиональные, высокопроизводительные Mackie MC150. Начинаем! Сразу о том, насколько похудеет наш бюджет, захотим мы приобрести себе подобную модель. Друзья, 9100 рублей. И тут можно только посетовать на то, как работает в нашем регионе ценообразование. Ведь будь оно как-то более или менее разумным, то цена могла бы быть намного приятнее, чем есть сейчас. Ну да ладно, что есть, то есть, и давайте будем искать поводы не пожалеть отдать эти самые 9000 за эти наушники. И надо сказать, что они действительно очень неплохие. Это относится и к удобству ношения, и, собственно, к звучанию. По первому пункту, наушники удобные и мягкие, прилегают достаточно плотно и при этом не вызывают никакого дискомфорта. А это значит, что какое-то разумно продолжительное время мы можем работать, не отвлекаясь на какие-то неудобства. Весят они 265 граммов, имеют 3-метровый отсоединяющийся кабель с позолоченным адаптером на четверть дюйма. Конструкция у них складная для удобства при хранении и переноске. Защитный чехол-сумка имеется. Что касается второго критерия, по которому мы выбираем себе наушники, то есть непосредственно звучание, то за это здесь отвечают 50-миллиметровые драйверы, которые по обещаниям производителя должны выдавать четкое и чистое воспроизведение с высокой детализацией. Спорить не будем, сначала послушаем, а после и поговорим об этом. Ну и кстати, не только послушаем, а еще и отдадим эти Mackie на растерзание нашим друзьям из Reference Audio Analyzer. Они-то уж точно не дадут никому соврать и предоставят нам честные графики измерений основных интересующих нас величин. И случится это уже совсем очень скоро, сразу после тестового прослушивания. Ну а мне остается только добавить, что частотный диапазон, в котором они работают, заявлен как 15-20 тысяч Гц, сопротивление 33 Ома, орать будут везде, как положено. Ну и чувствительность и записание 93 дБ. Хорошо. Давайте будем слушать, что нам выдаст наш черноухий 3DO. И потом уже подведем итоги, опираясь на услышанное, плюс графики измерений от наших друзей.
Итак, послушали. И прежде чем разберемся с картинками, графиками, буквально пару слов о наших собственных ощущениях. Друзья играют. И играют громко, сочно и мясисто. Другое дело, всем ли понравится или подойдет по стилю музыки, это ярко выраженное присутствие низа верха. Кстати, это мне напомнило о некоторых ранних моделях активных акустических систем от Mackie. Там тоже можно было наблюдать явное преимущество низких и высоких частот и некоторое спокойствие в диапазоне средних. Так что можно сказать, что фирменный почерк Mackie жив и по сей день. Ну а уже иметь или не иметь у себя такие наушники – это опять-таки дело каждого, учитывая личные предпочтения и музыкальные стили. Еще раз, наушники ни в коем случае не плохие, просто каждому свое. Ну а теперь веселые картинки. Чувствительность. У этих Mackie она 118,8 дБ, что говорит о том, что наушники достаточно громкие. И если посмотреть на среднее значение всех измеренных моделей компанией RAA, а это свыше 630 моделей, которое равно 112,9 дБ, то видно, что MC150 будут громче почти на 6 дБ. И чтобы вас не смущали цифры из описания, напомню, там указано 93 дБ, заметим, что этот показатель относится к чувствительности к мощности, а не к напряжению. И тут остается только задавать вопрос производителям. Кто-то указывает одно, кто-то другое. Зачем они это делают, непонятно. Кстати, если очень интересно, то значение чувствительности к мощности здесь было зафиксировано на величине 104,1 дБ, то есть на 11 больше, чем в описании. Но больше не меньше, так что просто закроем на это глаза. Дальше, сопротивление. Здесь у нас красота полная. В описании 33 Ома, по измерениям 34,1. То есть все просто идеально и добавить здесь нечего. Разве что на любых источниках эти Mackie дадут своим пользователям приличную порцию громкости. Ну и наконец АЧХ. Ну, как я и говорил чуть выше, любителям более выраженных низа-верха эти наушники понравятся. И картинка полностью повторяет все происходящее по звуку. Да, возможно, хотелось бы немного выровнять линию от 200 до 1500 Гц, но тогда Mackie наверняка потеряли бы свой фирменный почерк. Ну что, друзья, на этом заканчиваем. Работайте на хорошем оборудовании. Всем больших творческих успехов и до новых встреч на нашем канале. Давайте будем слушать, что нам выдаст наш черноухий 3DO. И потом уже подведем... Надо его показывать второй раз, нет? Нет, ты зря тормознул. Да. Ну что, друзья, на этом заканчиваем. Работайте на хорошем оборудовании. Всем больших